Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца августа. Давайте узнаем, что же нам хотят поведомить карты. Конечно, будем реалистами, у каждого из нас своя жизненная история, но я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какой-то инсайт вы определенно получите. Почему до конца августа? Наверное, с приходом 23 августа как раз это будет у нас Меркурий, он перейдет в ретроградное движение. И в целом будет 5 планет. Причем такие серьезные управители небесные, как Сатурн, как Нептун и Плутон. Хороший позитивный момент в том, что у нас Нептун уйдет в ретро-движение, и если в прямом для нас какие-то непонятки, тысячи неопределенностей или какие-то, может быть, сомнения на уровне предчувствий, а здесь что-то тайное более станет определенным и явным. Хотя это еще и период значим потому, что буквально в преддверии дальнейшей ретроградности двух планет, которая произойдет в знаке зодиака Телец. Так вот, одна из планет Уран 28 числа августа уже войдет в ретро-движение Урана. Что-то меняется, как будто ломается прежний порядок. Изменения те, которых мы не можем избежать. Где-то это может и означать мировоззрение нашего и изменения, или геополитическая какая-то ситуация на нас тоже может оказывать влияние. И второй момент – это провластная планета Юпитер. Хоть и принято считать ее планетой счастья, но в первую очередь это планета структуры какой-то власти, какого-то опять же порядка. И здесь вот для нас могут произойти те обстоятельства, к которым мы где-то подсознательно должны быть готовы. Почему? Принять, наверное, какую-то реальность как данность. Мы на это не влияем. Но если мы открыты миру и всему, пусть тому даже, что раньше казалось недопустимым, для нас каким-то неприемлемым или неправильным, какими-то устоявшимися, может быть, догмами. Вот нам здесь больше помогает, когда мы более гибкие, когда мы умеем подстраиваться, адаптироваться под любую ситуацию. Давайте мы узнаем, что думают карты для вашего знака зодиака. Может быть, я в последующем сделаю видео как раз по Юпитеру и по Урану. И эти две планеты будут долго в ретро-движении до 31 декабря. И в последующем это будет на нас, на всех тоже влиять. Нам придется словно под новый образ, может быть, мышление как-то свое перестраивать, или у кого-то под образ жизни перестраивать буквально, у кого-то сложится, может быть, так обстоятельства, когда, с одной стороны, будут обязательно те возможности, то, что прежде у нас не получалось осуществить, здесь может теоретически, по крайней мере, быстрее словно пойти события, давая нам как раз фору вперед, словно возможности быстрее что-то осуществить и держать руку на пульсе. В последующем, с сентября месяца, для нас будет тоже актуальным до конца года. Давайте мы узнаем, что уйдет из моей жизни или что завершится окончательно, а что новое придет. Какие неожиданные события возможны, а какие события меня будут радовать. Что будет вам помогать, мои дорогие девы? Что нам может помешать? И достанем 3 карты, пусть это будут как 3 события, хотя для кого-то это будет взаимосвязано как одно событие, единое целое. Итак, давайте узнаем, что же завершится. Может быть, какая-то история или какая-то история, которая имеет, знаете, словно 2 составляющие между отношениями и финансами. У кого-то семейные вопросы, может быть, согласование, что-то, которое касается не вас одних, а именно вашей пары, вашей семьи. Король кубков часто проходит как... Это наши близкие. Придворные карты двора как раз говорят о какой-то личной большей истории. Хотя, с другой стороны, у кого-то может проиграться по работе и по деньгам. Потому что в этот период как раз мы проходим уроки с деньгами тоже. Значит, и какая-то финансовая составляющая к решению для вас может быть. Что-то, мы ведь в позиции, что от нас как будто уходит. Тогда, скорее всего,
Ну, какой-то мой вопрос, вполне вероятно, который уже стоял на повестке дня не первый день. Это не что-то возникшее, может быть, вот в последний срок, а скорее то, что какое-то время было без движения или без динамики. Здесь мы как раз сумеем осуществить. А у кого-то, может быть, и буквально вопросы, связанные, ну, к примеру, если вы с вашим супругом уже у вас отношения как таковые закончились. Может быть, уже ваш союз уже где-то, ну, не было взаимопонимания в последнее время. И здесь вы можете тоже в чем-то поставить точку. И так может проиграться. А у кого-то это может быть просто история, где-то дела, работы, бизнес и контакты с человеком, знаки рыба, рак, скорпион. И так у кого-то может проиграться. А что придет? Четверка мечей, когда мы складываем оружие, никому ничего не доказываем. Сама по себе карта говорит, что период будет неспешным, неторопливым до конца августа. Поэтому у нас будет время, как и привести мысли в порядок. Об этом нам тоже советует карта. И, видимо, пронаблюдать больше за теми событиями, которые, ну, или вокруг вас как-то разворачиваются, или принять решение, то, что касается вашей личной жизни. Но больше нам говорят, что могут какие-то дела становиться на паузу или идти в своем каком-то ключе временном, и что-то мы не сможем убыстрить. Может быть, решение мы какое-то примем, но для этого потребуется еще время какое-то, чтобы мы это, предположим, оформили де юре или в чем-то получили какой-то результат. Поэтому мы здесь никому ничего не доказываем. Вот то значение, когда мы складываем оружие. Мы как будто не участвуем в каком-то споре. Мы уже принимаем то, что есть по факту. И это где-то будет сильной позицией для вас. Давайте неожиданные события, которые, может быть, Верховная Жрица. Но здесь, правда, могут быть любая неопределенность или какая-то неожиданность. Мы можем узнать какую-то тайну, которую раньше скрывали. И это проиграется как раз с помощью Нептуна, вполне вероятно. Но эта карта в первую очередь независимости. И значит, неожиданные события, каковы бы они ни были, вам следует где-то удерживать свой собственный, как и статус, все, чего вы уже где-то достигли, и даже если вокруг складываются обстоятельства, ну, неожиданные, правда, или в каком-то иррациональном ключе развиваются, как, может быть, новости приходят или что-то вы новое узнаете, здесь нужно быть... Первое, слушать свою интуицию и где-то не подвергать себя риску. Интуиция у вас будет словно обострена. Вы можете даже в это время до конца, мои дорогие девы, до конца августа сказать самой себе или самому себе: надо же, а ведь я, в принципе, чувствовала, что именно так будут развиваться события какие-то в вашей жизни. К тому значению, когда мы какую-то свою независимость должны сохранять. Есть и еще один момент, когда финансовый, хотя напрямую карта не говорит, но это часто проигрывается, когда у нас словно, знаете, маневр к отступлению или... Назовите это заначкой, да, не самое красивое слово, но лучше ты не скажешь, что есть какая-то энная сумма денег, она нам, безусловно, будет помогать в тот момент, если вдруг что-то, ну, как-то меняется в обстоятельствах вокруг вас. Вам это дает больше возможностей взаимодействовать с миром, решать какие-то свои вопросы, задачи, ну, или просто действовать. Для вас будет очень важный именно момент, когда вы не просто независимы в своих взглядах, а есть еще какая-то материальная основа, когда вы можете действия свои скоординировать тоже самостоятельно, так, как вы сочтете нужными. Вот примите это к сведению, мои дорогие девы. Что нам будет помогать или радостные события? Что-то у вас определится, это точно. С чем-то вы как будто тут разберетесь, или, может быть, само пространство поможет вам, вы узнаете нужную информацию и сумеете что-то словно завершить. И даже если мы сказали, прежде какая-то, может быть, история у вас уже не сложилось, если в личной жизни, здесь у нас добавляет как раз туз мечей, что окончательное какое-то решение мы принимаем, но нам это еще и помогает, словно не затягивать на долгий срок
какую-то тему, которая уже продолжаться, но она не может, нет какой-то перспективы. И для кого-то эта карта будет означать выход словно из лабиринта, может быть прежняя какая-то сложная ситуация, и вы не могли решить, как действовать, или не было возможности. Все-таки возможности есть по тузу мечей, но это еще сопряжено с нашим каким-то очень важным решением. И вот вам, видимо, вы после того, как с чем-то определитесь, мои дорогие девы, вам будет намного легче. Как будто что-то и прояснится у вас, помимо где-то нашей воли. Правда, может быть, как новость какая-то придет, и она вас словно перестроит на что-то другое, или какое-то другое направление, или новый, словно фарватер своих действий, возможностей вы увидите, и следом вы примете очень важное решение. И это будет где-то определять не только до конца августа ваши дальнейшие действия, а может быть как раз и на последующий период, который у нас начнется в сентябре, когда мы будем готовы к реорганизации собственной жизни или к какому-то дальнейшему, может быть, перемещению или смене работы. У кого-то смена отношений произойдет, у каждого в своей области, потому что Верховная Жрица нам говорит лишь о том, то, что было зависшее, или то, что было от нас скрыто, теперь как раз у нас получается в неожиданностях и, значит, помогает нам с чем-то определиться. Мы ведь могли думать по поводу чего угодно, допустим, какая-то ситуация такая мутная, непонятная, у кого-то могла сложиться в личной жизни, у кого-то по работе, у кого-то по финансам. А здесь нам словно вселенное пространство как раз подбрасывает каких-то новостей и помогает увидеть без прикрас какую-то реальность, и мы тогда уже не надеемся, как будто нет пустых надежд. Вот такое тоже может проиграться, словно у меня еще были сомнения что-то продолжить, или, может быть, что-то отстроиться, а вот здесь вы с чем-то будете, знаете, как, столкнуться с собственной тенью. То есть есть какая-то реальность, но зато вам это дает определенные преимущества раз и навсегда, с чем-то, как решить вопрос, или с чем-то что-то закончить. И такое тоже может быть. Что нам может помешать? Нам может помешать, если мы сами где-то будем затягивать вот с принятием решения, если мы где-то на себя оденем очки розовые, да, как известно, бьются стеклами внутрь. Или если мы подумаем, дай-ка я еще немножко подожду, понаблюдаю, как разовьются события, мы потеряем время. Нам будет мешать определенно. Если мы где-то согласимся на что-то, что впоследствии может для нас означать, словно мы будем в каком-то замкнутом пространстве, или словно мы дадим кому-то обещание, а впоследствии будем какое-то дело расклебывать в одиночку, или решать вопрос, или выпутываться из какого-то положения. У кого-то из вас это будет еще означать, что просто, может быть, какие-то дела, вопросы, ведь у нас не случайно выпадает 4 мечей, и мы говорим «пауза». Вот это сама по себе пауза, которую мы не можем отменить. Значит, часть вопросов вы решите, но будет или может быть у кого-то из вас и то, что я не могу изменить сейчас. Тогда придется словно, где-то и выжидать, может быть, тоже. И это где-то нам может и мешать, где-то нас разочаровывать, но и вполне вероятно мы не сможем что-то окончательно скоординировать. Что-то в нашей власти, мои дорогие девы, а что-то, может быть, и нет. 3 события. По 2 пентаклей ничто так не постоянно, как перемены. Значит, любая, какую ни возьми ситуацию в вашей жизни, в августе она не будет статичной, она будет все равно претерпевать какие-то изменения или изменения в обстоятельствах, в обстановке. Может быть, те изменения непреодолимой силы в пространстве вокруг нас, которые мы тоже не изменим. Все словно взаимосвязано. И от нас, или, я бы сказала, большей радости где-то нам добавит как раз умение манипулировать. У нас показан как раз жонглер, который жонглирует 2 пентаклями. И, кстати, деньги не тратим, как будто мы обойдемся 2 пентаклями. А вот быть быстрым где-то, легким на подъем, быстро ориентироваться в изменяющихся событиях, условиях, спонтанным, может быть даже где-то так.
это нам будет помогать, потому что мы как будто новый опыт будем отстраивать в какой-то новой реальности или с какими-то новыми возможностями. Мы должны рассмотреть их по карте Верховная Жрица и в нужный момент, может быть, действовать. Вот так вот тоже проигрывается. Из области иррационального, в принципе, могут приходить как неожиданности, а с ними и для вас возможности. Вот эти две карты, они похожи именно тем, что это есть какая-то неожиданность. И если мы идем по тому фарватеру, куда она нас словно ведет, или допускаем альтернативные варианты развития событий. Что-то мы не просчитываем надолго. Знаете, есть еще такой момент по двойке пентаклей. Мы никому не даем обещаний надолго. И если нам кто-то что-то обещает, мы тоже, кстати, тут не верим. Вот, может быть, карта повешенного в этом значении как раз нам и говорит: будь внимателен, ты не давай каких-то, таких прогрессивно далеких обещаний, когда я точно за это словно подписываюсь. Нет, с вашей стороны, или точнее не должно быть каких-то гарантий. Может быть, не время, мои дорогие, правда? Складываю оружие, не оформляю какие-то документы, не ставлю какие-то подписи, даже дабы себя в последующем где-то в какие-то обязательства не затянуть. Ведь нам говорят, что даже если нам люди обещают не с позиции, что нас хотят обмануть, а что будут перемены и у людей в пространстве где-то, в обстоятельствах тоже. И то, что нам сегодня сказали: я тебе помогу, завтра у человека что-то поменялось, и понятно, что он ваши планы выше своих не поставит. И для вас это будет тоже какая-то неожиданная перемена. Вот здесь холодный расчет, просчет где-то, и беречь себя самого будет тоже очень важно. Сами по себе какие-то изменяющиеся условия. У кого-то могут быть контакты, правда, у кого-то и в суде вопросы, у кого-то согласование в высоких инстанциях. По королю мечей это могут быть контакты с представителями власти. Может быть, вам нужно будет прояснить тот или иной вопрос. Вы можете обращаться за консультацией к юристу. Вот это как раз будет сделать очень правильно. Вообще узнать, если вы стоите перед каким-то фактом, что вам нужно оформить тот или иной документ. Помните о карте повешенного. Вы должны это сделать очень красиво, себя не подвергая риску и не втягивая в какие-то, такие мутные ситуации, сделки или составления документов, может быть, в каких-то гарантийных документах. У кого-то ведь это тоже важно услышать, потому что что-то в последующем будет меняться, а вас не должно ничто сдерживать, мои дорогие девы. Для вас это будет активно, проигрываться где-то в августе месяце и в малом, и где-то, может быть, и в большом. По этой карте могут проходить и врачи или медицина, какое-то обследование, может быть, вы решите пройти. Тоже для того, чтобы прояснить словно тему собственного здоровья. Вам может захотеться: я хочу знать о себе больше, чем я на сегодняшний момент думаю или знаю, или там предполагаю. У кого-то может стоматолог проиграться, а у кого-то может проиграться представитель власти и какое-то высокодолжностное лицо. И вы будете с ним общаться для того, чтобы тоже какой-то свой вопрос решить. И третье событие. Усталость будет по десятке жезлов. Много вопросов, и причем таких вопросов, нам сказали, где-то как турбулентность. Для нас может быть, буквально как на голову сваливается какая-то новость, и нам нужно предпринять что-то. И мы будем еще и искать варианты, как это мне для себя что-то оформить, согласовать в плюс или решить тот или иной вопрос. Поэтому по десятке жезлов с одной стороны что-то заканчивается, потому что все-таки десятка. А с другой стороны нам говорят: да, хватит сил физических выдержать и напряжение этого периода, но с другой стороны будет очень важен отдых. Режим труда и отдыха для вас будет очень актуальный. У вас две карты об отдыхе. Это четверка мечей говорит и десятка жезлов. Как будто необходимо уделить внимание самому себе. А может быть, эти две карты говорят, что ты вообще сейчас своим каким-то статусом занимайся, своими делами, может быть, разобраться с делами, чтобы не было тех, которые на последующий период словно нас могут вернуть в прошлое, и нам придется через энное количество времени возвращаться к каким-то прежним проблемам, задачам, темам и заново что-то начинать,
принимать решения или что-то оформлять. Вот здесь этот момент на далекий период как будто тоже следует продумать. От начала до конца на своей волне, но и не упуская каких-то новых возможностей. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы и любимы всегда.